be happy to say more, but Whatever you'd like. well, this is what I brought notes for. So. Alright, okay. Значит, сейчас мы поговорим с вами. Just, Phil, is it okay if they have your copy of like your English notes? So On the charismatic thing? Yeah. Yeah. So if they wanted to sort of read more, they can do that. I gave it to him on that, so you've got the file, or... Yeah, I think description. Yeah, that's fine. I just wanted to hear, okay, if they wanted to read more, like you mentioned, I think before you had more. That's what I was saying. I text Xed off and the stuff like last that, yeah. 3 or 4 pages of the notes, and so somebody can translate that, or you can give it to them in English either way. Okay. Да, если кто-то хочет заметки, вот эти, которые, то они есть у меня на английском языке. Его копия по харизматии. Perhaps I should ask if there's any questions about the charismatic movement before we move on. Прежде чем мы перейдем к постмодернизму, есть вопросы по харизматическому движению? Нет вопросов. Okay. Now, according to my schedule, in this hour, we're supposed to talk about postmodernism. Согласно того расписанию, которое у меня, тема нашей беседы сейчас это постмодернизм. And I want to start by going to Scripture, 2 Timothy chapter 3. Давайте начнем с того, что откроем Писание, второе послание к Тимофею, 3 глава. This is that famous passage where Paul cautions Timothy that perilous times were coming in the last days. Здесь апостол Павел предостерегает Тимофея о том злом времени, которое ожидает человечество в последние дни. And here's how he described it. Как он описывает его? Verses 1 through 7. 2 Тимофею, 3 глава, с 1 по 7 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Всем принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». That last verse is very telling. Последний стих особенно актуален. Always learning, never able to come to the knowledge of the truth. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. That is a perfect description of the course of secular philosophy. Это совершенное описание мирской философии. If you were to study the history of philosophy, here's what you would see. Если бы вы изучали историю философии, вот что бы вы увидели. Philosophy is a history of a long attempt by unbelieving men to define truth apart from God. Философия – это история, которая длится уже очень долго, когда люди пытаются найти истину без Бога. Every philosophical system in history tries to explain truth without reference to God, the God of the Bible. Любая философская система в истории человечества пытается объяснить истину без Бога Священного Писания. And every one of them has utterly failed. И каждая из них потерпела крах. These elaborate systems of thought get proposed and then methodically debunked by the next system. Одна за другой все эти системы мышления, порой весьма сложные, развенчиваются следующей системой мышления. John MacArthur compares it to a long chain in which every previous link is broken. Джон Мак-Артур сравнивает это с цепью, где каждое предыдущее звено ломается следующим. For thousands of years, the best of human philosophies have all utterly failed to account for truth without God. Вот уже несколько тысяч лет наилучшие философы не могут объяснить, не могут прийти к познанию истины без Бога. And a remarkable thing has happened in the past 20 or 25 years. И на протяжении последних 20-25 лет произошло что-то невероятное.
Western philosophers and academic thinkers have basically realized that you cannot have a coherent understanding of truth without God. Западные философы и ученые пришли к выводу, что нельзя иметь обоснованного представления о истине без Бога. They've been always learning but never able to come to the knowledge of the truth. Они были всегда учащимися и никогда не могущими дойти до познания истины. However, instead of acknowledging that truth, the whole concept of truth, requires us to acknowledge God, Однако вместо того, чтобы признать, что концепция истины заставляет нас признать существование Бога, contemporary secular philosophers have given up the search for truth altogether. современная мирская философия просто отказалась искать истину. And perhaps for the first time in human history, the dominant idea that drives secular minds is this. И, возможно, впервые в истории человечества доминантная идея, стоящая как бы лозунг философии, That if truth exists at all, we can't know it for sure. заключается в следующем. Если истина и существует, мы не можем ее познать. And all of Western society is beginning to embrace the idea that truth really doesn't matter that much anyway. И теперь западное общество как бы все больше и больше прибегает к тому, что если истина и существует, то нам не обязательно ее знать. We've witnessed a major transition into a whole new phase of intellectual human history just within my lifetime. И можно сказать, что за мою жизнь я был очевидцем того, как человеческое мышление перешло на абсолютно иной уровень. And it happened so quickly that while lots of people notice that something big has changed, it's hard for most people to put their finger on what it is. И это произошло так быстро, что несмотря на то, что многие замечают, что что-то изменилось, большинство не могут понять, что же именно. This new phase in human thought is often called postmodernism. И эта новая фаза человеческого мышления часто носит название постмодернизм. And its central idea is the very thing the Apostle Paul described. И центральная идея постмодернизма это именно то, о чем говорит Павел. Postmodern philosophers are always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Философы постмодернизма всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины. That is practically the way a committed postmodernist would describe his way of thinking. И честный постмодернист именно так и опишет свой ход мышления. And the devoted postmodernist would tell you that's a good and beneficial way of looking at the quest for human knowledge. И кроме этого, они скажут, что это единственный правильный путь к истине. The postmodernist says we're not supposed to think we've come to the knowledge of the truth. Постмодернисты считают, что нам не следует думать о том, что мы пришли к познанию истины. That's not even a desirable goal for the postmodern mind. Это даже не является желаемой целью для разума постмодерниста. Now, I'm sure that the term postmodernism is familiar to most of you. Я уверен, что большинство из вас знакомы с термином постмодернизм. In my generation, we grew up in the church hearing a lot about modernism. Когда я был еще молодым, и у нас в церкви часто вспоминали о модернизме. And for Christians in my generation, that term modernism has a sinister ring to it. Когда я был молодым, то, как правило, в христианских кругах термин модернизм имел плохую коннотацию. Because from about 1850 until 25 years ago or so, Потому что где-то с 1850 года и до, например, 1970 года modernism was the main secular threat to a biblical worldview. модернизм был основной угрозой библейскому мировоззрению. Modernism was supposedly scientific and rational. Модернизм считался научным, рациональным. Modernism was opposed to the idea of anything supernatural. Модернизм противился самой идее существования чего-то сверхъестественного. So modernism could not be reconciled with Christianity. Поэтому модернизм никак нельзя было примирить с христианством. And my spiritual fathers and grandfathers spent their lives fighting modernism in the church. И мои духовные отцы и прадеды
потратили большую часть своей жизни, чтобы оградить церковь от тлетворного влияния модернизма. And it's good that they did, И я очень рад, что они так делали. because in churches where modernism came in, it was very destructive. Потому что в церкви, в которой все-таки пробрался модернизм, он оказал деструктивное влияние. Modernism ravaged organized Christianity throughout the Western world for most of the 20th century. Модернизм разрывал на клочья христианство в западном мире большую часть 20 века. In America, it was mainly owing to the influence of modernism that most of the Protestant mainstream denominations went liberal. И в Соединенных Штатах Америки именно благодаря модернизму большая часть евангельских деноминаций стали либеральными. But now philosophers are telling us that modernism is dead and we live in a postmodern culture. Но теперь философы говорят нам о том, что с модернизмом покончено, и мы живем в эпоху постмодернизма. And this culture is just as hostile as to biblical authority and Christian worldview than as modernism ever was. И эта эпоха также, если не больше, враждебно настроена по отношению к библейскому христианству. It's maybe even worse than modernism. Я считаю, что это даже хуже, чем модернизм. So I want to describe for you in broad terms what postmodernism is. Поэтому давайте поговорим, и сразу хочу сказать, что это будет такая общая беседа о том, что же из себя представляет постмодернизм. But first, let me say that both modernism and postmodernism are exactly the kinds of evil ideology the Apostle Paul described in 2 Corinthians 10. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вам, что как модернизм, так и постмодернизм – это представители злой идеологии, о которой предупреждал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 10 главе. 2 Corinthians 10 verses 4 and 5, where he describes our spiritual warfare this way. 2 Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи, где апостол Павел описывает нашу духовную сражение следующими словами. You read verses 4 and 5. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, возрастающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Paul is saying there that the spiritual warfare we are engaged in is an ideological battle. Павел говорит о том, что духовная война, в которой мы участвуем, это идеологическое сражение. It's true that our main enemies are demonic principalities and powers. Да, нашими главными врагами являются бесовские силы и власти. But the battle is an ideological one, not a mystical one. Но эта битва, она больше битва идеологии, чем какая-то мистическая битва. In other words, we don't wage war against demons the way a lot of people think we do. Другими словами, война с бесами не ведется так, как многие говорят об этом. By pronouncing incantations or throwing holy water at them. Когда мы забрызгиваем их святой водой или произносим какие-то заклинания. The way to resist the lies of Satan is with the proclamation of truth. Противостоять сатане можно лишь провозглашением истины. And that's part of what Paul means when he says the weapons of our warfare are not carnal. Вот почему апостол Павел говорит, что оружие воинствования нашего не плотские. We don't fight with swords and guns. Мы не сражаемся мечами или огнестрельным оружием. And we don't fight with magic words and holy water. Мы не сражаемся волшебными заклинаниями и святой водой. Our weapon is truth. Нашим оружием является истина. And specifically, our weapon is the sword of the Spirit, which is the Word of God. И более конкретно, это меч Духа, который и есть Слово Божье. And true spiritual warfare, according to this passage in 2 Corinthians 10, requires us to tear down the ideological strongholds of false belief systems. И согласно этого отрывка, духовное сражение заключается в том, что мы должны разрушать твердыни и не спровергать замыслы. This is our duty. It's not a special ministry that just a few Christians are called to. И это не просто какое-то особое служение, к которому призваны несколько христиан. It's the duty of every Christian to fight against the lies of the devil with the truth. Это обязанность каждого христианина. And by doing that, we help to tear down people's false belief systems. Когда мы боремся против замыслов сатаны, используя истину, мы не спровергаем эти твердыни.
postmodernism is an unbiblical belief system, a false belief system. И одной из этих твердынь является небиблейская система мышления постмодернизма. And I'm going to try to explain why in a way I think we can all easily grasp. И хотел бы объяснить вам, не знаю, таким способом, который было бы легко понять. I think it will help us to understand postmodernism by seeing how it arose. Мне кажется, нам будет легко увидеть, как постмодернизм зародился. It is possible to break down the course of Western thought and literature and art into three broad periods. Историю западной культуры, искусства, литературы легко разделить на три общие периода. And I'm going to help you make a chart that you can take with you that'll show you some of the things we're talking about. И поэтому я хотел бы для вас нарисовать небольшую таблицу, которую вы можете перерисовать, и потом, глядя на нее, быстро вспомнить, о чем мы говорили. And I will need you to write the words in this. So we need a grid with 9 slots in it. Значит, нам нужно 9 колонок. We're going to draw Или 9. we would call this a tic-tac-toe chart. What would you call it? Knots and crosses? Да, крестики, нолики. Yes. Yeah, so draw a chart like that. Поэтому сделайте... 3 на 3. Получается 9 квадратиков, а не 9 колонок. Раз, два, три, 4, 5, 6. 9 слотов. 9 секторов, да? Да. Well, I said 9 columns because I wasn't sure what you meant. No. But they said, these are not columns. And I said, yes, that's not Yes, columns. 3 columns, 3 rows. That guy's in trouble with me or something. That's right. 3 columns and 3 rows. You can say it like that. 3 колонны и 3 ряда. And make it big enough to write in each box. И сделайте так, что их достаточно большими, чтобы у вас поместился текст. So we have these 9 boxes, 3 columns, 3 rows. Значит, у нас есть этих 9 And квадратиков. each of the columns will represent one of the 3 periods of Western thought. Каждая из них будет олицетворять собой период западной мысли. I'm going to let you write the labels up here. Okay. All right, and the first one we'll call classic. Первое — это классический период. It's classic thought. And so you can write that above that leftmost column on your grid. Поэтому левую колонку озаглавьте классический период. This era of philosophy would extend from the birth of science and philosophy Эта эра философской мысли начинается с рождения философии и науки in the Greek culture в греческой культуре until the age of the Enlightenment. до эпохи просвещения. So this goes roughly from the time of Thales, the philosopher, up to the French Revolution. Поэтому от философа греческого That would mean that Элиса до французской революции. the classic era of human thought would cover almost 2,500 years. Поэтому получается, что классический период фактически 2500 лет. А можно даты, чтобы он написал там? Или Он уже сказал, до революции французской. Ну, So, а от? Thales guy, you know, that philosopher, when approximately, what year was that? It'd be about, I think about 500 BC. No, even earlier than that, about 700 BC. Где-то 700 год до Рождества Иисуса Христа и до 1000... It's not crucial anyway. The point is, from the beginning of philosophy until the French Revolution, you have this era of classical philosophy that pretty much all the same rules applied. Да, ну как бы даты здесь не сильно важны, но я хочу, чтобы вы запомнили, что вот от этого периода и аж до конца 18 века правила мышления как бы были одни и те же. Коля, от какого философа? What was the name of that philosopher? Thales. Thales. Я не знаю, как это. Напишите It doesn't matter. в Википедии. He's generally considered to be like the earliest. Его считают самым первым греческим философом. Now, but it covers, the point is 2,500 years of history where all the rules of philosophy remained unchanged. Итак, этот классический период характеризуется тем, что, во-первых, он длился достаточно долго, и, во-вторых, то, что правила философии, они были неизменными. Now, obviously, over that span of time, you had multitudes of
philosophies and worldviews that came and went. Ну, конечно же, нельзя сказать, что за это время не появлялись какие-то новые философии, новые мировоззрения, которые приходили, уходили. That would cover, in the philosophical world, everything from Plato's Republic to John Locke's empiricism. И это как бы включает в себя все в философии от республики Платона до Джона Лока. And everything in the religious world, from Greek mythology to the paganism of the Druids and more. И, ну, греческая мифология, язычество друидов и все остальное. There were multitudes of philosophies and religions that flourished in the classical era. В классической эре было множество философий и мировоззрений, которые процветали. But they all had three important things in common. Но у каждого из них было три как бы главных аспекта. First, they all believed in objective ultimate truth. Во-первых, они все верили в объективную, абсолютную истину. And so you can write here, objective ultimate truth. Can I write objective, absolute truth? Absolute truth? Is that okay? Yeah, if you want. It's more like, the idea though isn't so much absolute as, yeah, we can say absolute, that's clear enough. Объективная, абсолютная истина. And from now on you write bigger than that because you could fill that whole box. Oh, okay. That's all I'm going to put that. All right. Okay, in other words, classical people believed that whatever is ultimately true is objectively and transcendentally true. Поэтому в классический период люди верили в то, что все, что как бы объективно истина, оно также трансцендентно истина, то есть это верховная истина, абсолютная. So that the standard of ultimate truth is assumed to be true for everyone. Поэтому стандарт абсолютной истины является этим стандартом для всех. They believed that there is an objective reality that is true for the whole universe. Они верили в то, что есть объективная реальность, которая является истиной для всех людей во Вселенной. And they believed that that reality is, in some sense, capable of being known, apprehended, and perceived. И они верили в то, что эту реальность каким-то образом можно познать. Virtually all classical worldviews had that view of truth, that it exists and you can know it. Практически все классические мировоззрения и философии имели этот подход, что есть истина, и ее можно узнать. Now, second, in the classical world, virtually all belief systems made room for the supernatural. Также практически во всех классических системах мировоззрения было место для сверхъестественного, веры в сверхъестественное. So in this center left-hand column, write the word supernatural. Здесь нужно написать сверхъестественное. Можно я сокращу и напишу SE, сверхъестественное, да? Конечно. Я не знаю, как, я думаю, такое большое слово, я долго его, не писал там, без спелчека или правильно не пишу. So, I just said, Can't spell supernatural. yeah, I said, in Russian I said I can't spell supernatural without spell check, because I haven't been, so I'll just abbreviate it. So spell check is the same in Russian. Да, spell check. All right. Еще раз расшифруй теперь. Сверхъестественно. So I know a Russian word now. Well, it's just, yeah. Да. All right. Let's see. I lost my place. Supernatural. These classical thinkers were certain that the limits of reality are not defined by what's visible and material. Итак, в классическом мировоззрении было принято считать, что то, что видимо и осязаемо, не ограничивает реальность и истину. Almost everybody believed in the supernatural realm. Практически все верили в сверхъестественный мир. And although there were competing views, differing views on what the supernatural realm was like, they almost universally accepted the reality of the supernatural. И несмотря на то, что было очень много разных мнений по поводу того, как выглядит этот сверхъестественный мир, большинство было согласно в том, что он все же существует. Now, third, in the classical world, it was normally assumed that the foundation for truth is also supernatural. Также в классическом мировоззрении считалось, что
фундаментом или основой истины также есть нечто сверхъестественное. So all authority was derived from God, or the gods, or the spirit world. Поэтому авторитет, власть принадлежали Богу, богам или духовному миру. And so in the bottom left-hand corner right, authority from God. Власть от Бога. Another way of saying this is that along with the idea of absolute truth, Другими словами, вместе с идеей о абсолютной истине there was also an absolute authority. была также идея о абсолютной власти, абсолютном авторитете. So that something or someone is the ultimate power in the universe. Поэтому кто-то или что-то было наивысшей силой во Вселенной. By the way, that's why they saw the universe as a universe and not a multiverse. Вот почему... Does that translate? No. No? All right, well, that's why they saw the universe as one. Да, на английском языке Вселенная это универсия, как универсальный, да? Универсальный это значит одинаковый для всех. Поэтому они говорили, что это универсия, а не мультиверсия. Что как бы есть только одна версия, а не много версий. Понимаете, как бы их слово здесь. Молодцы. All right, and the ultimate authority in the universe was nearly always assumed to dwell in the supernatural realm. И поэтому... Так, этих двоих надо рассадить, они мне мешают. Постоянно. Так вот, они предполагали, что во Вселенной есть один верховный авторитет, одна власть. So everyone believed in either God or pagan gods or unseen spirits or something like that. Поэтому они верили либо в Бога, либо в языческих богов, либо в каких-то невидимых духов, что-то такое. That was how everyone in the classical world saw things. Все в классическом мире видели так мир. They accepted, without question, the ideas of ultimate truth, supernaturalism, and a single central supreme authority. Они не подвергали никакому сомнению вот эти идеи о объективной абсолютной истине, о чем-то сверхъестественном и о единственном источнике власти и силы. These were non-negotiable principles of human thought in the classical world. В классическом мире это были не подвергающиеся дискуссии постулаты. These reflect practically universal presuppositions. И также они были такими универсальными исходными предпосылками. These were the very foundations of human thought. Это были основы человеческой мысли. But at the dawn of the Enlightenment, about the same time as the French Revolution, there was a massive paradigm shift in Western thought. Но в XVIII веке с приходом эры просвещения наступает изменение в мышлении человечества. And the world entered the so-called modern era. И наступает эпоха модернизма. So on top of the middle column on your chart, write the label modern. Эпоха модерна. This is sometimes referred to as the age of reason. Также ее называют эпохой разума. That's borrowed from a title of a famous book Thomas Paine wrote in 1794. В 1794 году книгу под названием «Эпоха разума» написал Томас Пейн. Paine's book, The Age of Reason, was very influential in its day. И эта книга оказала большое влияние в свое время. And it's a book that more or less sums up the spirit of the modern era. И это книга, которая в той или иной степени подводит итог главным идеям и направлениям эпохи модерна. Thomas Paine was one of the midwives who helped give birth to modernity. Томас Пейн был одним из родоначальников модернизма. And his book, The Age of Reason, и его книга «Век» или «Эпоха разума» was an overt attack on biblical Christianity. на самом деле представляла собой скрытую атаку на библейское христианство. It elevated science and human reason to the position of highest authority. Она возвысила науку и человеческий разум на в ранг высшего авторитета. Now, on the first presupposition, modern thinkers were in complete agreement with classical thinkers. В первой части, первая исходная предпосылка была абсолютно похожа
на предыдущую. They assumed the necessity of objective, ultimate, universal truth. Они предполагали и существование объективной, абсолютной вселенской истины. And so you can write that again in the top center, same as that. Поэтому здесь то же самое. There's no change in the presupposition of this point. Другими словами, эта первая исходная предпосылка не изменилась. Moderns agreed with classical thinkers that whatever is true must be true in an objective sense. Модернисты соглашались со своими предшественниками в том, что истина, она истина для всех. And there's ultimately a truth out there that's the same truth for everyone. И поэтому как бы, она должна быть объективной, и она как бы касается всех. Even though obviously not everyone agreed on what the ultimate truth is. Хотя, несмотря на это, не все, конечно, соглашались, что из себя представляет эта истина. The assumption was where you had two contradictory views, at least one of them had to be wrong. Но предположение заключалось в том, что из всех противопоставленных взглядов один правильный, а все остальные неправильные. That's just the nature of truth itself. Это просто природа истины. Whatever contradicts the truth is by definition untrue. То, что противопоставлено истине, по своему определению является ложью или неистинным. Both classical thinkers and modernists made that assumption. Как классические мыслители, так и модернисты делали это предположение. Now, on this issue, the existence of the supernatural, Что можно сказать о сверхъестественном? the modern mind was skeptical. Модернисты были скептически настроены. And so you can write in the center column anti-supernatural. Значит, против сверхъестественного. Now, modern philosophies didn't necessarily deny everything about the supernatural. Значит, но модернисты не отвергали полностью все сверхъестественное. But they considered supernatural things irrelevant in the quest for truth. Но они считали, что сверхъестественное не поможет нам добиться истины. And modern thinkers were convinced that ultimate truth and knowledge can only be achieved by scientific and rational means. Модернисты были убеждены в том, что истина, ее можно обнаружить лишь научным путем. Firm belief in supernatural realities was considered outdated and superstitious. Поэтому все, что как бы, вера в сверхъестественное, превратилась в вера в какие-то предрассудки. Nothing claiming to be divine revelation could possibly be accepted as true by the modern mind. А модернист не мог принять что-то за истину, если кто-то преподносил ему это как божественное откровение. Enlightenment thinkers didn't necessarily completely reject belief in God. Но модернисты не полностью отвергли веру в Бога. But in the words of one writer, they banished him to the remotest realm of the transcendent. Но, как один автор сказал, они изгнали его в самый отдаленный уголок трансцендентного. If God did exist, they didn't believe he was involved with his creation. Если Бог и существовал, то ему не было никакого дела до этого мира. Another way of saying it would be this. Другими словами, Distrust in God was virtually the hallmark of modern thought. недоверие Богу – это главный характерный признак эпохи модернизма. And so notice, on this point, the belief in supernatural, modern thought departed starkly from classical thinking. Поэтому в этом втором пункте мы видим уже главное такое разделение с классическим мышлением. Naturally, then, on the issue of ultimate authority, when it came to the ground and foundation of truth, modern thought didn't completely agree with classical thinking. Поэтому в отношении абсолютной власти и авторитета также модернисты не соглашались с классиками. They retained the idea of a central, single, ultimate authority.
Они согласились с тем, что есть какой-то единственный источник власти и авторитета, But because of their skepticism about supernatural things, they denied that the supreme authority could possibly be God. но из-за своего скептицизма по отношению к всему сверхъестественному, они отвергали тот факт, что верховной властью наделен Бог. In fact, they didn't believe there was any authority in anything that was supernatural. Поэтому они считали, что во всем сверхъестественном нет абсолютно никакой власти и авторитета. So modern thought placed a moratorium on God as the foundation of knowledge. Поэтому модернизм поместил мораторий на идею о том, что Бог является началом познания. Instead, science and human reason became the supreme authorities. Поэтому верховной властью была наделена наука и разум. And so in this column we need to write authority from science and human reason. Власть от науки и разума, власть науки и разума человека. So the modern world retained the notion of objective universal truths, Поэтому модернизм сохранил в себе идею о объективных истинах универсальных, but they jettisoned the notion of supernatural reality. но они отвергли идею о сверхъестественной реальности. And therefore they said the only truths that are really authoritative are those that can be established by science or human reason. Поэтому они сказали, единственные идеи, которые имеют власть, которые имеют авторитет, это те, которые можно научным, разумным образом обосновать. Now, much of the world today still does operate on modern assumptions. На сегодняшний день очень многие в этом мире оперируют этими предположениями модерна. But modern worldviews all failed miserably. Но модернизм потерпел крах в этом мире. And in the academic world, people who have retained a modern mindset are considered to be philosophically behind the times. И в научном мире люди, которые по-прежнему придерживаются мышления модернизма, считаются философски отсталыми. The age of reason, И поэтому эпоха разума, the era of modern thought, эра модерна, is essentially over and done with in the academic and philosophical world. уже не существует в философском и академическом мире. And even in popular society, modern thought has begun to die. И даже в обществе как бы идеи, связанные с модернизмом, начали отходить в небытие. So that the whole world, except some Islamic fundamentalists, the rest of the world is becoming more and more postmodern. Поэтому весь мир, за исключением, возможно, каких-то исламских фундаменталистов, становится постмодернистским. By the way, the postmodernization of the rest of the world is one of the main reasons Islamic fundamentalists are so angry. И постмодернизм в мире – это одна из основных причин, по которой исламские фундаменталисты так враждебно настроены по отношению к Западу. We have no sympathy, of course, with their terrorist strategy for responding to the postmodernization of secular society. Конечно же, мы не можем симпатизировать их террористической реакцией на постмодернизм в обществе. But I think you'll see by the time we're done why postmodernism does pose a very real threat to any religion that is based on truth we believe to be revealed by God. Но я думаю, что когда мы будем говорить о постмодернизме, вы увидите, что действительно постмодернизм угрожает любой религии, в которой истина, источником истины является Бог. Now you might think that's an argument against a strong view of divine revelation. Ну, возможно, вы подумаете, что это аргумент против как бы обоснованного взгляда о Божьем откровении. Because if you blame their view of if you blame the Islamists' terrorism on their view of divine revelation, you might think it's their theology that's the culprit.
Поэтому, потому что сейчас я говорю о исламских фундаменталистах и их террористической активности, и о том, что нельзя все винить всю вину возлагать на их концепцию откровения. But that would be an unfair assessment. Потому что это неправильная оценка. Modernists rejected revelation completely. Модернисты ведь тоже отвергали полностью Божье откровение. And over the 20th century, the results of modernism were more violent and more destructive than Islamic terrorism. И в 20 веке результаты модернизма, результаты мышления модернизма привели к намного более страшным катастрофам, чем исламский терроризм. In fact, the 20th century was the most violent century in the history of humanity. 20 век был самым таким исполненным насилием в истории человечества. And the reason is traceable directly to the thinking of the modern mind. И причины и истоки этого насилия можно проследить прямо в мышлении модернизма. The main fruits of modern thought were massive ideologies with centralized authoritarian control and utopian promises. Поэтому можно сказать со смелостью, что основные такие центры модернистского мышления это были государства авторитарные, которые давали утопические, понимаете, что такое утопия? Утопические обещания. Фашизм, Communism, socialism, социализм, Marxism, Nazism, нацизм and similar 20th century social experiments. и подобного рода социальные эксперименты 20-го столетия. All of them had their roots in modernism. Все они брали свои корни от эпохи модернизма. I would also include Darwinism on that list. Я даже в этот список бы вставил дарвинизм. All of these ways of thinking were fundamentally atheistic. Все эти идеологии были в основе своей атеистическими, They were humanistic. гуманистическими They were rationalistic systems. и рационалистическими системами. All of them became tyrannical and oppressive. Все стали оплотом тирании и гонений. All of them failed, and in dramatic ways. Все они потерпели зрелищный крах. After 2 world wars После 2 мировых войн, and the fall of the Berlin Wall in 1989, падение Берлинской стены в 1989 году, philosophers began to say the modern era is dead. философы начали говорить о том, что эпоха модерна пришла к концу. Artists and college professors were already looking elsewhere for truth. Художники и преподаватели университетов уже искали истину в чем-то другом. That was sort of the thing that marks the beginning of the postmodern era. И это является негласным началом эры постмодерна. It's not totally over yet. И поэтому the modern era. Modern era. Эпоха модерна еще не полностью закончилась. The remnants of it are still dying out. Остатки ее еще по-прежнему умирают. But the collapse of communism was really the last big block to fall. Но падение коммунизма это уже, если можно так сказать, последний такой оплот модернизма, который разрушился. And by 1989, the postmodern era had already begun. И поэтому можно сказать, что в 1989 году начинается эра постмодерна. So, I'll make this bigger for you. In this thing, write postmodern. Postmodernism. I don't remember how it's parallel. Did we say classical, modern, postmodern? Yes. Okay. So, as I said, the classical era lasted some 2,500 years. Классическая эпоха, как мы уже с вами отметили, просуществовала около 2500 лет. The modern era lasted 250 years. Модерн 250 лет. And if the pace of worldly paradigm shifts keeps up, and I think it will, И поэтому, если
темп, который набрало изменение мышления человека, будет продолжаться, и мне кажется, что он будет возрастать. The postmodern era might not last even 40 years. Постмодернизм не протянет даже 40 лет. Some have already declared postmodernism dead. Некоторые уже сказали о крахе, заявляют о крахе постмодернизма. And I don't know what will replace it, Я не знаю, что придет на его место. but 2 Timothy 3 verse 13 says, evil men and seducers will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Но 2 Тимофея 3 глава говорит о том, что неблагочестивые люди будут становиться все хуже и хуже. Обольщать и совращать. That has always been the trajectory of human philosophy. Это всегда было траекторией философии человека. And I don't think it's going to get any better. И я не думаю, что ситуация изменится на лучшую. But meanwhile, it's good for us to understand the times in which we live. Но, тем не менее, нам стоит понимать те времена, в которые мы живем. And as Paul says there in 2 Corinthians 10, it's our duty to tear down the strongholds of false ideologies. И как Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 10 главе, мы должны разрушать эти твердыни. So for the moment, we need to understand postmodernism and be aware of what dangers it presents. Поэтому сегодня мы должны понимать, что из себя представляет постмодернизм, какую угрозу он несет в себе. Postmodernism is a radical reaction to the failure of modernism. Постмодернизм — это радикальная реакция на неудачу модернизма. It rejects virtually every distinctive of modernism, starting with the notion that truth can be objectively known. Постмодернизм опровергает практически все основные постулаты модернизма, начиная с того, что истину объективную можно опознать. Now, look at the chart we're making. Итак, посмотрите на нашу таблицу. Remember, classical thinkers and modern thinkers both assume that there's a single standard of universal ultimate truth that is objectively knowable. Классические и мыслители эпохи модерна думали о том, что есть общий стандарт, который можно познать. Postmodernists aren't really sure whether objective truth exists or not. Постмодернисты не знают, существует объективная истина или ее не существует. But if it does exist, they're pretty sure it can't be known. Но если она существует, они уверены в том, что ее нельзя познать. And so they reject every distinctive of, they reject the first distinctive of both classical and modern thought. Поэтому они отвергают первый постулат классической и модернистской мысли. And so in the top right-hand corner of our grid, we're going to write truth is unknowable. Истина неизвестна. Или лучше сказать, да. Истину нельзя познать. Now, when it comes to the supernatural, remember that postmodern or classical thinkers assumed the existence of a supernatural reality. Теперь, если мы будем говорить о сверхъестественном, то классики подразумевали существование сверхъестественного. Modernists either rejected or ignored everything that's supernatural. Модернисты отвергали все, что связано со сверхъестественным. Postmodernists are willing to accept supernaturalism, but they have stripped the supernatural of the idea of authority. Постмодернисты готовы допустить существование сверхъестественного, но лишив его всякого рода власти. The supernaturalism of postmodern thinking is a mystical supernaturalism. Поэтому это сверхъестественное в постмодерне больше похоже на что-то мистическое. Where each person gets to determine or invent his own reality just based on what he perceives. Где каждый человек может придумать свою собственную реальность. And so in the middle right-hand box of our grid, we're going to write mystical. Postmodern thinkers don't apprehend supernatural or spiritual realities by authoritative revelation. Поэтому для эпохи постмодернизма характерно то, что реальность не познается через божественное откровение. They do it by personal experience or feelings or other subjective means. Она познается через что-то субъективное, чувство, переживание. The postmodernist says that reality is a construct of the subjective mind.
Постмодернист один сказал, что реальность это плод человеческой мысли. So even God can be whatever you imagine him to be. Поэтому ваш Бог это плод вашей мысли. Now, naturally, on this third point, the issue of authority, postmodernists disagree with both their predecessors. Поэтому третий вопрос власти. Постмодернисты не согласны с обоими своими предшественниками. The postmodernist says there is no single central authority. Постмодернисты говорят о том, что не существует единственного источника власти. Not supernatural and not otherwise. Нету ни сверхъестественного авторитета, ни естественного авторитета. Because in a world that is completely subjective, the idea of authority doesn't fit. Потому что в субъективном мировоззрении нету места для авторитета. And so at the bottom right hand of our grid, we're going to write no ultimate authority. Нет высшей власти или высшего авторитета. Postmodern religions are trying to construct a God without authority. В постмодернистской религии у Бога не может быть власти. The God of postmodern thought is a soft, pliable, lenient, friendly type being. Бог в как бы мыслях постмодернизма это какое-то мягкое, добродушное, дружественное, дружелюбное такое существо. He is pure love without any authority. Он любовь и он не имеет абсолютно никакой власти над людьми. And all postmodern varieties of religion have this notion of God to one degree or another. И это характерная особенность всех религий постмодернизма, такое понятие Бога. Have you guys ever studied open theism? Кто из вас изучал когда-нибудь открытый теизм? Open theism is a doctrine that strips God of his sovereignty and his authority. Открытый теизм лишает Бога его суверенитета и его власти. According to the open theist, God doesn't even know what's coming in the future. Согласно открытому теизму, Бог даже не знает о том, что будет в That's where будущем. the name comes from. The future is open to God. Поэтому и открытый теизм, что будущее открыто. He's waiting like the rest of us to see what happens. Он ждет, подобно нам, что же произойдет. That's a theology that is perfectly suited for the postmodern age. Это богословие, которое подходит в совершенстве под эпоху постмодернизма. So here you have a chart that shows in broad terms how postmodernism compares to earlier ways of thinking. Поэтому в этой таблице мы видим то, как постмодернизм можно сравнить с предыдущими философиями. This should also give you a pretty good idea of where postmodernism collides with biblical Christianity. Это также должно помочь вам понять, где, в каких точках постмодернизм противоречит библейскому богословию. If you look at the chart, as a matter of fact, in each of the three areas we have listed, postmodernism is radically at odds with historic and biblical Christianity. И поэтому, если вы посмотрите на эту таблицу, то вы увидите, что по всем трем пунктам постмодернизм противоречит историческому библейскому христианству. Obviously, Christianity takes it as a unchallengeable truth that there is objective ultimate truth which is knowable. Для христианства нет никаких сомнений в том, что существует объективная познаваемая истина. Christianity is not mystical, it's based on objective revelation. Христианство не является чем-то мистическим, оно основано на объективном откровении. And Christianity regards God as the absolute authority of the entire universe. И для христианина Бог является абсолютным авторитетом во Вселенной. So all of postmodernism's basic presuppositions are at odds with Christian truth. Поэтому все три исходные посылки постмодернизма, они противоречат христианству. And yet there are dozens of influential voices in the evangelical movement today. Несмотря на это, в евангельском движении сегодня есть много влиятельных голосов, People who make important decisions for evangelical schools and organizations. людей, которые принимают важные решения в отношении евангельских учебных заведений и деноминаций.
pastors, authors, and church growth experts. Пасторы, авторы книг, эксперты, так называемые, по росту церкви. Lots of them are insisting that unless you and I as Christians devise a new form of Christianity that's more acceptable to the postmodern mind, we're going to lose this generation. Многие из них настаивают на том, что если мы не перешьем наше христианство под размер постмодернизма, то мы утратим это поколение. Now let's acknowledge that it is our duty as Christians to understand the spirit of the age in which we live and minister. Да, как христиане мы должны понимать ту культуру, в которой мы живем и служим. I think some people just want to hide their heads in the sand and not acknowledge the way the world is going. Некоторые люди порой просто хотят спрятать голову в песок и не смотреть правде в глаза насчет того, куда идет мир и как он развивается. That's not the right approach at all. Это неправильный подход. But it's one thing to understand the spirit of the age. Но согласитесь, что одно это понять культуру, понять дух времени. That's good. Это хорошо. It's quite another thing to adapt to the spirit of age. Но адаптировать ее, подчиниться ей, это совсем другое. That we are forbidden to do. Это Писание запрещает. Biblical Christianity, let's face it, biblical Christianity does not fit in the classical era, it doesn't fit in the modern era, and it doesn't fit in the postmodern era. Библейское христианство, оно не вписывается ни в классическую, ни в модернистскую, ни в постмодернистскую эпоху. Historic and biblical Christianity has always stood against the spirit of the age. Историческое библейское христианство всегда стояло в стороне, или лучше сказать, было против культуры, против духа века всего. The church from the very start opposed the superstitions and the human philosophies of classical thought. Церковь от самого своего начала всегда боролась против предрассудков и философии классического периода. The strongest remnant of faithful Christians in the modern era stood against the rationalism and humanism of that time. Верные братья и сестры в эпоху постмодернизма стояли и боролись с рационализмом и гуманизмом этого времени. And you and I also need to oppose the evils of postmodern И thought. поэтому нам с вами также нужно бороться против зла постмодернизма. To quote the words of the Apostle Paul, Если обратиться снова к апостолу Павлу, beware lest any man ruin you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. смотрите, чтобы кто не увлек вас в философию по стихиям мира, а не по Христу. Worldly philosophies have always been hostile to the Christian faith. There's a question. Oh, sorry, question. Yes. Мирские философии всегда были воинственно настроены по отношению к христианству. Я вопрос нарисую, можно? Can I draw the question? Yes. Зеленый фломастер. Так как преподаватель смотрит на такую систему. Вот последнее время нет истины. В общем, их тоже нет. Чудеса лжепророка. So he's saying those are the last, the end times, no truth, miracles of the false prophet, and the power of the Antichrist, or the authority of the Antichrist. Yeah, that's good. Антихриста. Похоже ли это на то, что нас ожидает? Do you think this is coming next? I don't know if it's coming next, Не знаю, будет ли это сразу за постмодернизмом, but it's a very good observation. но хорошее наблюдение. You can tell that this is the trajectory of Это worldly thought. траектория мышления человека. So whether there's going to be something in between here or that's next, I don't know. Не знаю, будет ли что-то посреди, или это будет сразу, я не знаю. But it's difficult to imagine how human philosophy could get any worse than it's already Но been. трудно придумать более худшее состояние человеческой философии, чем сейчас. Мне кажется, что первый пункт, там, нет истины, оно немножко неправильно. А что бы вы поставили? А нам поставили, истина есть, но она ложная.
То есть, Perhaps, you know, the fact that there is no truth, it's not, I don't agree with that, I would put false truth. Yeah, well, Фальсификация. yeah, you could. Just a suggestion. Well, and that's a good observation as well. Это тоже хорошее наблюдение. It's really not much of a transition from here to here. Потому что и тут нет истины, и тут нет истины. And in both categories, what you have that replaces truth is lies. И в обоих категориях то, что заменяет истину, это ложь. Lies that pretend to be truth. Ложь, которая притворяется истиной. The distinctive of postmodernism, though, is that nobody wants to seem sure about anything. Характерной чертой постмодернизма является то, что никто не уверен ни в чем. It's a very clever ploy by Satan. Очень хитрая уловка сатаны. Because heretics can advocate anything they want. Потому что еретики могут говорить о всем, о чем они хотят. And when they are called to task for it, И когда их схватили за руку, invariably these days they pretend, well, they're not too certain, they're just throwing ideas out. сегодня они говорят, я же просто предложил, это же значит, что это и есть истина. And it's no breach against postmodern thought to say, well, I may be wrong. И в постмодернизме человек не просто может сказать, он с гордостью говорит, я могу заблуждаться. What drives a postmodernist crazy is when someone says, I'm sure I'm right. А для постмодернизма немыслимо, когда человек говорит, я уверен в том, что я прав. They don't believe that kind of certainty is possible. Они не верят в то, что человек может быть настолько уверен. And I do think one of the characteristics of the Antichrist is he will claim to be the authority and he will insist that he is right. И я думаю, что одной из характеристик Антихриста будет то, что он будет говорить о том, что он прав, и он будет говорить о том, что он источник авторитета. But it's really no great step from here to here. Но следующий шаг отсюда туда не слишком большой. Because what we've got today is a vacuum where no one's in authority. Потому что сегодня у нас есть вакуум, никто не стоит у власти. And I mentioned I don't think the postmodern era is going to last very long. И я не думаю, что эпоха постмодернизма продлится долго. Because I think when what you've got is incessant uncertainty, time after time after time, nobody's sure about anything. People become hungry for someone with an authoritative word. Потому что люди не могут долго терпеть, когда такая неуверенность, никто ничего не знает, нет никакой власти. Тогда легче появиться человеку, который может сказать, я знаю, у меня есть власть. So when the wrong person steps up and says, I have the truth, the world is likely to follow him. Поэтому, как правило, это плохой человек, который может повести за собой мир в каком-то направлении, в котором ему захочется. I want to be careful not to go over the break. What time are we supposed to? Got another about 10 minutes. Okay. 3:20. Что такое пост? I will hear people talking about postmodernism. Это еще хуже. Yeah, that's what I mean when I say that people have already begun to declare postmodernism dead. Поэтому я и говорю, что некоторые уже провозгласили постмодернизм мертвым. Postmodernism seemed to get old very quickly. Постмодернизм очень быстро надоел людям. And even people who 5 years ago were declaring themselves devoted postmodernists. Даже те, которые 5 лет назад провозглашали себя закостенелыми постмодернистами, Many of them now are tired of hearing the term. Многим уже надоело это слово. Partly because I think they want to escape the criticism that goes with such a clearly irrational way of thinking. Потому что, многие осознали, что такой иррациональный подход можно лишь критиковать. But partly because there's something in a human mind that simply recoils against everything being totally uncertain. И также, наверное, потому что человеческий разум не может существовать, когда все непонятно, нету никакой уверенности. Remember that Scripture says in Romans 1 that God has planted in all of our hearts some knowledge of Him. Помните, что в послании к Римлянам 1 главе говорится о том, что Бог познание о себе в какой-то степени поместил в каждого человека. So that when a fallen person's sin confronts him with guilt and the reality of God, the only response he has is to suppress that knowledge. Поэтому, когда человек сталкивается со свидетельством и напоминанием о той истине, которая уже есть внутри него, ему остается лишь подавлять ее. But he has that knowledge. Но у него есть это познание. Even the most convinced atheist
knows in his heart that there's something beyond him holding him accountable. Даже самый убежденный атеист знает в своем сердце, что есть что-то. So atheists can deny God, but they cannot escape the weight of their own guilt. Поэтому атеисты могут отвергать Бога, но они не могут избежать бремени своей собственной вины. They feel guilty, even though there's nothing in the atheist worldview that justifies guilt. Они чувствуют вину, хотя в атеистическом мире нету ничего, что могло бы объяснить это чувство вины. And so you can talk all you want about not knowing anything. Поэтому можно говорить сколько угодно о том, что мы ни в чем не можем быть уверены. But at the end of the day, even the most committed postmodernist knows in his heart that there are things he knows. Но в конце концов даже самый преданный атеист согласится с тем, ну, в своем сердце, по крайней мере, он знает, что есть что-то, что он знает. And to deny the possibility of knowledge is really kind of self-refuting. И когда человек отвергает возможность того, что что-то можно познать, он противоречит сам себе. Because all you have to say to someone who says, you can't know anything for sure, Потому что все, что нужно сказать человеку, который говорит о том, что мы не можем быть абсолютно уверены ни в чем, ask that person how he can be so sure that nobody can know anything. ну, это тогда можно спросить, почему ты так в этом уверен? If certainty is impossible, where did he get his certainty that certainty is impossible? Если уверенность это что-то невозможное, почему он уверен в том, что уверенность невозможна? So it's a self-refuting way of thinking. Это противоречивое, самоопровергающее мышление. And it's already begun to fall out of fashion, so people are talking about postmodernism. И да, как бы люди уже говорят о постмодернизме, потому что постмодернизм уже не модный. I don't know what's coming next, but I don't think it's going to be any better. Я не знаю, что идет после этого, но я не думаю, что это будет что-то прекрасное. Because the thing that's driving the changing ways of thinking is very clear. Потому что за всем этим стоит, то, что стоит за всем этим, очевидно. This chart clearly reflects humanity's attempt to do away with the knowledge of God. Если мы посмотрим на эту таблицу, то мы видим, что она отображает попытки человека избавиться от Бога. What you have here is an illustration of what Paul is describing in Romans 1. Здесь мы видим иллюстрацию того, что Павел описывает в Римлянам 1 главе. And it's the fulfillment of what he prophesied in 2 Timothy 3. И это исполнение того, о чем он пророчествовал во 2 Тимофею 3. And when Paul says, in the last days perilous times will come, Когда он говорит о том, что в последние дни придут тяжкие времена, it makes me wonder if we're really that close to the end. то порой я задумываюсь, неужели эти последние дни уже начались? And we can't, of course, as Christians, set dates. И мы, конечно, как христиане, не должны как бы предсказывать даты. And I'm not one to make predictions, И я не буду делать никаких предсказаний, because I'm not a prophet. потому что я не пророк. But all I can say is, even so, come quickly, Lord Jesus. Но все, что я могу сказать, это «Ей гряди, Господи». Now, I think we'll take a break here and pick this up, if that's okay, after the break, because this is a better breaking point than 5 minutes from now. Хорошо, давайте сделаем перерыв и продолжим после перерыва. So take an extra 5 minutes in your break. Поэтому еще 5 минут к нашему перерыву.